Ну, какой у нас будет заголовок? Наверное, мы назовем так. Фундаментальный конфликт бесконфликтной, позитивной, гуманной дрессировки. Что же я имею в виду? Дело в том, что фундаментальные несостыковки внутри самой системы данного обучения. Ну, то есть, как начинается современная дрессировка? С чего? С выработки пищевой мотивации. Собачка не поела и учат ходить за кусок. То есть берут лакомство и начинают вот в носик предлагать и водить. Просто чтобы собака училась есть из рук. То есть нет никакой реакции на голосовую команду, нет особой реакции на похвалу или оглаживание. То есть обычно часто работают или применяя маркер, или применяя кликер. То есть что я хочу сразу отметить? Получается, человек, его голос, его эмоциональное состояние уходит на второй план. Почему? Потому что если собака голодна, она не может одновременно реагировать на два воздействия. То есть либо она идет за куском, потому что она голодна, скорее всего, так и будет. И как бы желание получить кусок, оно будет отбивать внимание от моего голоса и от моих оглаживаний и так далее. Собака будет их игнорировать, потому что пищевая мотивация будет все перебивать. Я обычно такой пример привожу. Представьте, что студент в университете голодный сидит, слушает лекцию. И вдруг, хоп, открывается дверь, кто-то заносит горячие пирожки в зал. Студент мгновенно уже забудет, про что там лекция, он сразу же будет думать про еду. Примерно так же и с собакой. То есть, если собака голодна, она может ходить только за куском. Собственно, это в моем понимании не совсем обучение. То есть, обучение – это не просто выработка рефлекса условного на какие-то телодвижения. А обучение – это в первую очередь выстраивание отношений. То есть, реакции на мой голос, на мой жест и так далее. Еще раз, если собака голодна, она будет игнорировать голос, потому что еда в данном случае будет являться более сильным раздражителем. Потому фундаментальная ошибка современных дрессировщиков, что они заставляют всех молча работать первую фазу обучения на наведении. Дескать, что собака иначе не будет понимать смысл, чего мы от нее хотим. Дело в том, что она будет понимать без еды. Как раз она будет расслаблена и спокойна и может думать в этот момент и анализировать, что я от нее хочу. Как я буду ей объяснять? Я буду использовать язык тела. Я буду показывать жестами, подсказывать голосом, когда она делает шаги на правильном направлении. Вот. И я буду использовать натяжение поводка, чтобы показать, что не нужно делать в этот момент. И тем самым собака, получается, сразу у нас прямой контакт, без посредников. Прямое взаимодействие, и собака обусловлена мной, а не внешним инструментом, будь то еда, кликер или игрушки. У тебя какой-то вопрос? Да, и, конечно, многие скажут, но ведь за кусок в итоге тоже собака начинает думать. Мы же потом не используем еду, мы же потом говорим просто, и собака садится. В чем проблема, дескать, да? Почему бы так все равно не делать? Ну вот отчасти я уже ответил, что получается, и человек уходит на второй план. То есть еще раз, чем собака более голодна, тем дороже для нее еда. И менее значимы мои слова, мое настроение, мой отклик на ее поведение. Он менее важен. Она возбуждена по поводу еды. То есть я как бы, получается, своего рода конкурирую за еду. То есть я выступаю тут в роли как конкурента, а не в роли лидера и направляющего. Собака думает о еде, а не о том, смогла ли она меня порадовать своим поведением. В старой школе как раньше говорилось, что собака стремится угодить. Стремится угодить хозяину, чтобы тот ее похвалил. Вы слышали в последнее время, чтобы кто-то так говорил? Сейчас как говорят? Собака... Да, и что собака ничего вам не должна. Но послушайте, если вам тренер говорит, что собака вам ничего не должна, мое мнение, он просто снимает с себя ответственность
Если собака ничего не должна, то и тренер вам тоже, если что, ничего не должен, получается. Никто никому ничего не должен. Это просто нигилизм и инфантилизм современного общества, который в том числе транслируется на дрессировку собак. Вот, потому делайте так, чтобы тренер должен вам объяснить, вот я вам объясняю, а вы должны объяснить собаке, а собака должна слушаться и уважать. И тогда четкая иерархия, четкая последовательность, и тогда будет какой-то результат. Мне, знаешь, еще нравится, люди часто говорят, ну вот я хочу, чтобы собака меня любила, и при этом на кусок. Да, то есть собака просто смотрит на человека как на конкурента, у которого можно выпросить кусок. Своего рода, я бы сказал так, по сути собака дрессирует человека, получается. А дедушка где спит? Какой дедушка? Ах, дедушка. А, там, в прихожей, на коврике. Только она чует еду в кармане, она уже подходит и начинает. Сидит, ложится, на бочок кувыркнется, что-то еще сделает. И человек, что, кстати, современный дрессировщик скажет, что нужно обязательно подкрепить. Вот она же села, замечательно. Вот, но тогда, получается, собака нажимает как бы на кнопки, и человек становится как автомат по выдаче еды. Нажали кнопку, упал сникерс. Подошла, села перед хозяином, повиляла хвостом, смотрит в глазки, получила колбаски. Прекрасно. Кто кого дрессирует. И в чем же здесь как бы лидерство, и как вы с этими трюками собираетесь потом выйти на улицу при реальном раздражителе, как вы собираетесь с этим быть. Но это как бы тоже отдельная большая история, про которую мы тоже поговорим. Вот я что хотел вернуться к чему, что в чем фундаментальный конфликт этой системы? То есть сперва собаку обуславливают едой и движением за жест внимания. То есть реакции не на человека, не на его движение, а хождение за куском просто. Вот ведут собаку в руке за кусок. А потом, внимание, сейчас будет вставка, Майкл Эллис в своем классе показывает, как уйти от наведения. То есть на втором этапе обучения собака должна уходить от наведения, и то есть ходить уже за человеком, а не за рукой с лакомством. То есть уже конфликт. То есть сперва собаку научили ходить за кусок, а теперь ей объясняют, что не нужно ходить за куском, нужно ходить за человеком. То есть уже конфликт внутри системы. Все это называется, причем некоторыми позитивной, гуманной и бесконфликтной дрессировкой. Уже вот вам не кажется конфликт интересов? Точнее, внутренний логический конфликт внутри системы такого обучения. Далее, тут кинологи делятся на две категории. Откровенные лжецы, это вот, которые purely positive, ну, у нас они называются иногда зоопсихологами, иногда они называются гуманная дрессировка без аверсивных методов. Они что скажут, что вообще не нужно воздействовать никак силой поводком. Что? Меня нельзя лупить! А почему тебе нельзя лупить? Потому что я ребенок. То есть это тогда пожизненно ходить за кусок. Ну, как бы я это даже не хочу обсуждать. Это полное дно. Обсудим так называемый балансный подход. Они по-разному могут называться. Балансный метод, советская дрессировка, как угодно. Они применяют потом силу. То есть они что? Обусловили собаку двигаться за рукой. Потом у них получилось уйти от наведения. Вот. А дальше собаки объясняют, слушай, вот есть такая штука, натяжение поводка. Начинают силой, допустим, ложить собаку, а потом давать кусок. То есть, по сути, учат уже третьему навыку. То есть сперва, к примеру, сидеть, это просто вот проследовать за жестом. Потом нужно, почему-то не следуя за жестом, допустим, садиться. Или идти рядом, не обращая внимания на руку. То есть то, что мы показывали в предыдущем фрагменте. А третий этап, они объясняют, что вот есть еще натяжение поводка, и тебе нужно еще реагировать на поводок. То есть опять, собственно, противоречие идет. То есть учат как бы вроде то же самое, но тремя разными способами. Но и четвертый конфликт фундаментальный, что
хороший, конечно, балансный тренер, которых не так много, они обещают, что со временем можно уйти от еды. Как уйти от еды? Я вам раскрою секрет бесплатно. Начать работать поводком. Как они будут уходить от еды? Они будут работать поводком. И когда собака не будет идти рядом, они будут заставлять поводком идти рядом. Замечательно. Все прекрасно. Но в чем конфликт? То есть собака уже изначально настроена на еду. И отдаление время выдачи этой еды является, строго говоря, негативным наказанием, так как это называется в системе обучения Скиннера, на котором, собственно, базируется вся современная дрессировка. Негативное наказание, то есть награду отдаляют по времени. Собака ожидает, но не получает награду. В этот момент она как бы испытывает фрустрацию, напряжение и пытается как бы еще работать активно, что вот часто можно увидеть в спортивной дрессировке. Собаки ходят, как они говорят, собака хочет работать. Тоже лукавят, да, потому что собака не работать хочет, собака хочет уже наконец поесть. И она такая виляет хвостиком, погавкивает даже, может, такая вся активная. Она не работать хочет, она просто как раз вот происходит в этот момент у нее негативное наказание с ней. Она психует по поводу того, что не получила кусок. Ее обусловили, что постоянно каждые там 5 секунд будет еда, а потом они начинают отдалять. Все, реже давать. То есть какая же это позитивная дрессировка, если собака постоянно в наказании, в негативе и в напряжении. Вот. И к чему это приводит? Приводит к тому, что в лучшем случае, если у вас хотя бы более-менее честный балансный тренер, или он может по-другому, по другим лейблам быть, не балансная дрессировка какая-нибудь еще, бесконфликтная она может называться, они в итоге к чему будут вести? Что работать без еды, но собака все равно ее ждет, за счет этого напряжена. Посмотрите любые соревнования, все виды кинологического спорта. Максимум собака работает 40-50 минут в этих дисциплинах. Это, допустим, французский ринг. Почему 40-50 минут максимум? А потому что в этом эмоциональном состоянии, повиливая хвостиком, с головой кверху, ожидая мячик, невозможно находиться дольше. Ну и представьте, как вот на таких методах, собственно, в реальной ситуации работать. Вот. Проблема-то, собственно, конфликт в чем у меня, так сказать, с этой идеологией? В том, что бог с ним, со спортом, пусть они делают так, как хотят. Мы не против спорта. Дело в том, что эти спортивные методики накладывают на бытовое послушание обычным людям. Я вот со своей собакой могу 2 часа идти на команде рядом, и она не устанет, потому что она не ждет их еды. Она освобождена от этого ожидания и освобождена от этого наказания в виде отдаления еды, которое и вызывает это напряжение. Она просто не ждет ни еду, ни игрушку, потому она спокойно идет рядом. Да, это не выглядит так зрелищно, но нужно определиться, ребят, да, всем. То есть вы что хотите, шоу, или вы хотите прикладной навык какой-то? Какой вопрос, Ксюша? А поест она спокойно, в миске, вечером, Да. целую миску, до обе щеки. Да, и еще останется там, в миске Да. еще останется. А как вот распознать коммерческую дрессировку, которая вот не прикладная, да, не функциональная на самом деле? Они все напишут так. Собака должна получать удовольствие от тренировки. Дело в том, что нет, она не должна получать удовольствие от тренировки. Так же, как, представьте, и человек идет в спортзал, чтобы лишний вес скинуть. Что, он получает удовольствие, что ли, от этого? Это тяжкий труд. Но, как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Он счастлив будет потом, когда он похудеет. Так и собака будет потом счастлива. От того, что хозяин счастлив, ее похвалил. Да? Вот что такое награда. Вот что такое настоящее позитивное подкрепление без негативной стороны. Что собака знает, что она делает все правильно из раза в раз, и что она вообще делает какую-то работу. Да, то есть собака – это не просто ходячий желудок, которому постоянно нужно есть. Собака – стайное животное, соответственно, стая – это иерархия. И собаке приятно получить похвалу от лидера, от того, кого она уважает. Это очень приятно. И собака готова работать ради этого. Причем она готова не просто какие-то там сидеть, лежать, делать. Она готова идти по следу или искать человека часами. Не ради куска, а ради социального подкрепления, то есть похвалы и оглаживания.
Хэштег «Не держите собаку голодными, кормите спокойно из миски». Тренировка – это не прием пищи. Так что едим из миски, а на дресс-площадке хвалим и оглаживаем собаку. Давай приведем пример из истории. В какие годы вообще появилась эта позитивная шляпа, и зачем и почему? И как работали, главное, до этого? Коротко. Исторический экскурс. Дрессировка в традиционном ее понимании возникла в начале 20 века, примерно 1910 год. Это имя Конрад Колонел Мост. Он, собственно, написал одну из первых вообще книг, мануала именно по подготовке служебной собаки. Вот. И плюс-минус с небольшими изменениями такая система успешно функционировала до 80-х годов. И собаки совершенно были все довольные, счастливые, выглядели совершенно нормально, не задавлены. Так что это все наглая ложь, конечно, так называемых специалистов позитивной дрессировки, что, дескать, старая школа – это какой-то сплошной негатив. Значит, да, и вот в 80-е годы уже стали возникать вот эти направления, работа за кликер. Тут два главных имени – это Ян Данбар, 80-е годы, вот он начал эту тему, работу за еду активно, работу за игрушку, и, конечно, Кэрен Прайер. Вот, Кэрен Прайер тоже, конечно, отдельно можно многое сказать. То есть изначально работала она с дельфинами, насколько я знаю. И, соответственно, то есть она вообще из другого мира, так сказать, пришла в дрессировку собак и принесла вот эти методы, в том числе кликер-дрессировку. Собственно, это так и называют коммерческая дрессировка. Вот, потому что, ну, собака выглядит счастливой, активной, и это хорошо продается. Это красивая картинка. Смотрите, как собака счастлива. Но обыватель не задумывается, а почему, собственно, так происходит. Но дело в том, что они как в цирке, не покормили собаку и выводят, она тут выполняет различные, по сути, трюки за еду. И она счастлива вот в этот момент. А то, что она до этого там 8 часов провела в клетке, не ела, голодная, это как бы никто не показывает. Показывают только вот эту положительную сторону, что, ой, смотрите, она так активно работает, она хочет работать, как вот они говорят. Она просто ждет еды или ждет мячик. То есть это все, конечно, халтура, лукавство и обман. Вся современная так называемая гуманная дрессировка построена фундаментально на лжи. Это первый момент. Второй – это то, что она построена как раз на негативе. Строго говоря, научным языком, классическая традиционная дрессировка, она основана на комбинации негативного подкрепления и положительного подкрепления. А современная гуманная дрессировка основана на комбинации негативного наказания и положительного подкрепления. Давай, раз уж мы начали говорить про Скиннера, скажи о том, что положительное наказание, то есть коррекция, это вещь, которая изначально была, есть и будет в природе, в самой природе собаки, что собаки друг друга корректируют положительно, ну то есть добавляют, да. И это нормально. Значит, да, есть такая штука, называется положительное наказание. Звучит на русском языке абсурдно, но еще раз. Положительное значит добавили. Добавили негативное ощущение. Вот, например, отдернули поводком. Или сделали имитацию укуса в холку рукой просто. Вот, это положительное наказание. Но дело в том, что, как вот ты сейчас и сказала, действительно, просто понаблюдайте за собаками. Заходит какой-то новичок в питомник, пытается какие-то свои правила навязать, подходит собака, естественно, что он делает положительное наказание. То есть, допустим, когда он пытается, не знаю, поесть из миски или стащить кость какую-то с пола, ему дают понять, что, друг, твое право не первоочередное на эту кость, ты должен ее уступить. Вот. И добивается того, что, соответственно, что собака учится уступать более сильной, более старшей особи в стае. Вот совершенно нормальный момент,
собаки постоянно это делают и никаких обид не испытывают. Потому вот эта категория обиды, что вот я сейчас на вас обиделся, и завтра я вам устрою, это все не про собак. Вот, так что... Ну и второй момент, да, что надо понять про наказание. Наказание – это единственное, что может прекратить острое желание делать некое действие. Соответственно, если собака кидается на человека, и мы считаем, что это недопустимо, я надеюсь, вы так все-таки считаете еще. Собственно, метод наказания в данной ситуации работает. Как его правильно наказать, как правильно действовать, это другой вопрос. Вот. Но тем не менее, это то, что снижает желание проявлять, действовать собаку вот такую модель поведения, да? Снижает желание. Переключение, то, что все предлагают позитивный тренер, оно не работает, потому что переключение не снижает желание собаки двигаться в этом направлении, например, укусить человека. А наказание заставляет собаку подумать, приостановиться, и это поведение становится не столь желаемым. Вот, потому не заморачивайтесь на переключении, нужно просто научиться правильно наказывать. Но это опять-таки большой отдельный разговор. Всего сейчас не охватить. Мы мазками обрисовали вообще общую ситуацию просто. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, будет больше интересного и еще больше наших собак, которые работают по методам старой школы и не выглядят задавленными и несчастными. Да, Лунди? Иди сюда. Да. У кого есть вопросы, предложения, пишите в комментариях. Можем снять материал на ту тему, которая вам интересна.